Привет, это канал IT User Help. В этом видео я покажу 3 приложения лаунчера, которые работают в режиме авто. То есть это такой режим, при котором управлять телефоном максимально удобно. И первый лаунчер, который мы рассмотрим, называется Car Dashboard. Вот так выглядит это приложение, иконка приложения полностью называется Car Dashboard Card Information приложение от разработчика NES Droid. Скачиваем, устанавливаем и открываем. При первом запуске вас попросят некоторые разрешения, даем. И вот так выглядит основной экран этого приложения. Здесь есть контакты. Контакты выполнены большими плитками, чтобы удобно было нажимать, легко попадать. Музыка есть, которая запускает свой плеер. Контакты, кнопки тоже здесь большие, чтобы удобно управлять было. Также есть навигация, которая открывает нам Google карты. И есть голосовое управление. Позвонить. Команда «Позвонить» недоступна. Чтобы запустить голосовое управление, нажимаем 3 точки и выбираем использовать Google Now. Кому вы хотите позвонить? Арнольд Шеффельценфельгер. Звонок на мобильный. И как видите, пошел звонок из моего контакта, из моей записной книжки. Далее также можно включить-выключить Bluetooth, включить-выключить положение экрана, также сделать ночной режим, либо снова светлый. Далее вот так при свайпе влево мы попадаем в набор номера, который выполнен тоже большим шрифтом. При свайпе вправо мы попадаем в такое меню, в котором мы можем добавлять ярлыки любых приложений и либо действий. То есть те действия, которыми вы пользуетесь чаще всего, вы можете сюда добавить их и легко запускать в любое время. Ну и давайте вкратце рассмотрим настройки. Единицы измерения. Можно включить громкую связь при поступлении звонка. В общем, там нужно настраивать под себя исключительно, что вам нужно. Ну и даже по умолчанию с теми настройками, которыми приложение идет, будет работать нормально, и основное тут настроено. Ну, я советую включить Street Name. Это у вас будет на главном экране название улицы, по которой вы движетесь, показываться. Компас по желанию и значок батареи тоже, в принципе, можно. Weather Source — это здесь вы можете выбрать сервис, который будет предоставлять погоду. Доступно 3 сервиса. И температуру в чем показывать, по умолчанию у меня стояла Цельсия. Вот видите, мы включили, и под временем у нас показывается улица, на которой мы сейчас находимся, и значок батареи вверху влево. Итак, это было первое приложение лаунчер для автомобиля. Второе приложение — это Car Home. В принципе, функционал у этого приложения схожий, немного только отличается интерфейс. То же самое, здесь вы можете добавлять приложение на номер, либо просто набор номера, либо контакт можете добавить. Вот я добавил приложение Яндекс Навигатор. Можете добавить, если вправо переведете, у вас появится список всех приложений, либо какие-то функции именно этого лаунчера, которые свойственны только этому лаунчеру.
То есть можете добавить громкость, например, чтобы быстро, легко регулировать. Также здесь вверху скорость, направление, температура. Здесь вы можете регулировать яркость дисплея. Здесь выбрать цвет. В общем, по сути, приложение предоставляет большие ярлыки, в которые вы можете настраивать, добавлять и изменять на свой вкус. Ну и плюс верхнее окно, которое постоянно показывает скорость, направление и адрес. И третье приложение называется Drive Mode. Так, еще вернемся. Car Home, как его найти в Google Play Market? Забиваете в поиске Car Home Ultra. Car Home Ultra. Нажимаете поиск. И нам нужно приложение Car Home Ultra от разработчика The Spring Head. И третье приложение Drive Mode. По названию приложения вы сразу же найдете его. Вот так выглядит иконка приложения. У приложения очень хорошие отзывы, 4.1 и более миллиона скачиваний. Приложение аналогично двум предыдущим, то есть тоже предоставляет быстрый запуск приложений и сервисов, но выполнено немного в другом ключе. Навигация. То есть основное меню у нас показывает время, как вы видите сейчас. Если потянете снизу вверх, то некоторые настройки откроете. Это импорт контактов, импорт календаря, поиск места и поделиться вашим местом. А если потянете слева вправо, то откроете вот такое меню, Музыка, в котором вызов, сообщение, вызов, музыка, навигация. Некоторые Навигация, наиболее музыка, часто используемые вызов. сервисы. То есть звонки. Тестовый контакт. Арнольд Шульц. Неизвестный контакт. Арнольд Шульценфельгер. И все Мобильный контакты ваши тестовый будут контакт. Арнольд добавлены Шульценфельгер. сюда, в эти Неизвестный кружочки, контакт. чтобы был максимально большой значок, по которому легко было попадать. Сообщения, контакты, Музыка. музыка. Добавить другое музыкальное приложение. Можно сюда добавить плеер свой. ELS. В общем, если у вас есть аудио, соответственно, вы можете их запустить и проиграть здесь. Навигация. Приложение. Также можете Навигация, добавить приложение. свои ярлыки Голосовой приложений. поиск. Google Maps. Яндекс. Навигатор. Вот я добавил Запускается Яндекс. Навигатор. навигатор. И как видите, каждое действие озвучивается. Приложение. То есть удобно. Во-первых, значки очень большие. И во-вторых, каждое действие озвучивается. Голосовой поиск. Яндекс. Добавить Также новое можете приложение. добавить любое приложение, которым вы, возможно, пользуетесь часто. Голосовой Google Maps. Компас. Яндекс. Голосов. Рабочий стол. Рабочий стол. Навигация. Голосовой поиск. Автозаправ. Банкомат. Банкомат. Россельхозбанк. В. Банк России. Банк Авангард. Юникредит. Росгосстрахбанк. В. Улиц. Автозаправка. АЗС РАД. Нефть ЕК. Как видите, приложение Коровий вал улица 9. Быстрая автозаправка.
подтягивает данные из Банкомат, парковка, карты и добавить. сможет рассказать вам ближайшие места. Ну а чтобы выйти из этого приложения, то есть когда вы выходите, у вас такая шторка остается. Навигация. Чтобы выйти полностью из этого приложения, вытягиваете шторку и Навигация. нажимаете выход. Все, вот такие у нас 3 приложения получились. Лаунчеры для удобной работы с телефона. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий. На этом все. Всем пока.